Мы очень любим рассказывать про бесплатные программы с открытым исходным кодом, которые помогут повысить безопасность ваших данных и ваших устройств. Сегодня Eraser – надежное удаление без хардкора в виде полного форматирования и физического уничтожения носителя. У большинства людей есть данные, которыми они не хотели бы делиться с другими. Пароли, личная информация, конфиденциальные рабочие документы и так далее. Возможно, вы сохранили эту информацию на компьютере, чтобы она всегда была под рукой. Но когда приходит время удалить эти данные с жесткого диска, все оказывается не так просто, а сохранить конфиденциальность сложнее, чем ожидалось. Первое, что приходит в голову — просто удалить файл и дело с концом. Но в классических накопителях с вращающимися дисками, когда вы удаляете файл, операционная система на самом деле не удаляет его с диска. Она просто стирает ссылку на файл из таблицы файловой системы. Сам файл при этом продолжает существовать на диске до тех пор, пока на его месте не будет записан другой файл. И даже после этого данные могут быть восстановлены путем анализа магнитных следов на поверхности жесткого диска. До того момента, пока файл не будет перезаписан, его все еще можно восстановить с помощью различных программ для восстановления данных или утилит обслуживания диска. Обратите внимание, что удаление отдельных файлов путем перезаписывания актуально для классических накопителей с вращающимися дисками, но не твердотельных накопителей SSD. Об этом подробнее можно будет почитать в нашей статье на сайте Теплицы. Ссылку оставлю в описании, так же, как и ссылку на статью об Eraser. Известный способ надежно удалить данные, не прибегая к радикальным способам вроде разрушения или полного форматирования носителя, затереть файлы случайными битами. Одна из самых известных программ для этой цели — Eraser. Программа бесплатная, с открытым кодом. Однако она создана только для Windows и не переведена на русский язык. Зато простая, что позволяет сохранять интерес к ней. Теперь сама программа. Скачиваем ее с официального сайта и устанавливаем. Как обычно, можно выбрать тип установки. Стандартная по умолчанию, настраиваемая вручную или полная. Оставлю обычную. Готово. Как теперь удалить файл? Просто открываем в проводнике, жмем правой кнопкой, и в списке доступных действий уже есть Eraser. Есть две возможности. Secure Move. Это надежное удаление из выбранной вами папки с перемещением в другое место. Какое, укажете в следующем окне. Ну и, собственно, само удаление. Сразу этого не произойдет. Программа попросит подтвердить действие, и вот тут можно выбрать опции. По сути, здесь вы можете сформировать задачу по удалению, указав, сейчас ли избавиться от файла, при перезагрузке или даже установить определенное время. А также добавить еще файлы в эту задачу и выбрать способ удаления, который будет отличаться от стоящего по умолчанию. Способов много, тут уж как вы решите сами. После того, как вы согласитесь с предложенным действием, файл будет удален и восстановить его уже никак не получится. Кроме базового функционала, у Eraser есть возможность очистки свободного пространства на диске. Под ним здесь имеется в виду все дисковое пространство, не занятое файлами. Иными словами, место, куда никогда не записывались данные, а также куда они записывались, но были удалены разными способами. Очистка свободного пространства помогает зачистить все сразу, без необходимости возиться с ними поодиночке. Отдельно повторюсь, живые доступные файлы не будут затронуты, только то, что ранее было удалено. Для этого нужно перейти в проводник и выбрать диск, где вы хотите очистить свободное пространство. Кликаем правой кнопкой мыши, находим Eraser и соответствующую команду Erase Unused Space. Внимательно с командой Erase, которая идет первой. Она зачистит носитель данных целиком со всеми файлами. И еще одна возможность программы. Мы ее уже немного касались. Вы можете запланировать любое удаление файлов. Да, если вам нужно удалить один документ, то бессмысленно создавать задачу. Но если нужно раз в неделю очищать определенную папку, то максимально удобно будет задать такое правило. Для этого открываем саму программу, идем в меню расписания, создаем новую задачу. Это меню вы уже видели. Итак, в этой вкладке можно задать название задачи, указать, как ее запускать. Вручную, сразу после создания, после перезагрузки компьютера или периодически. Покажу на примере периодически. Жмем «Добавить файлы». Тут можно выбрать, что именно удалять: отдельный файл, папку, содержимое корзины, свободное пространство на диске, весь носитель или раздел на диске, или удалять с копированием в другое место. Выберу «Удалять файлы из определенной папки». Теперь переходим в расписание. Ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Можно установить точное время, день недели и дату.
Все, теперь файлы из этой папки будут автоматически удаляться в то время, в какое вы хотите. Можно прицепить задачу к корзине и забыть про то, что вы забываете чистить корзину. И в завершении настройки. Они открываются из главного окна программы. Как и говорил, язык интерфейса поменять нельзя. А вот способ удаления и отдельно очистки диска — это пожалуйста. Вариант, стоящий по умолчанию, означает однократную перезапись ваших файлов псевдослучайными данными. Для современных жестких дисков этого вполне достаточно. Но разработчики предлагают впечатляющий список вариантов, вплоть до архаичного и убийственно медленного метода, который подразумевает аж 35 проходов. Все, что мы видим в списке, отражает скорее историю развития мысли и технологии, а не практические альтернативы. Подводя итог, Eraser довольно простая для использования и при этом отличная программа для надежного удаления данных на классических жестких дисках с вращающимися пластинами. Если бы еще была кроссплатформенной, но это уже совсем другая история. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.